Всем привет! Вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры только для лучших людей. Поэтому, если не подписан на канал, обязательно подписывайся и вступай в нашу армию лучших людей. Ну а сегодня по просьбе моих друзей, а друзья это кто? Это вы, мои подписчики. Сегодня по просьбе моих подписчиков я снимаю обзор на все мои автомобили скорой помощи. Именно не такой шотс, как был, да, быстренький, а конкретно все модели, которые у меня есть в 43-м масштабе, повторюсь, в 43-м масштабе. Сегодня я покажу данные модели, ну и рассмотрим с вами их поближе. Итак, с чего хотелось бы начать? Давайте начнем, да просто буду брать по порядку и показывать вам. Первая такая интересная модель, это Рафик. Вот такой вот интересный Рафик у нас. Скорая медицинская помощь. Посмотрите, какой красивенький прям. Жалко, не открываются у него, конечно, двери. Если брать советскую такую модель, то у нее открывались двери. Вот эта дверь открывалась, эти двери открывались. Еще задняя дверь открывалась. И даже были там, по-моему, каталка. Ну, носилки сами. Они там шли в комплекте. В этой модели все статичное. Туда, видите, нельзя заглянуть, потому что окна матовые. Но я данную модель в каком-то из видео разбирал, поэтому можете найти и посмотреть. Рафик, по-моему, там что внутри. В общем, ну вот так можем заглянуть через переднее стекло. Ну, модель шикарная. Делала это Диагостини. В общем, давайте сейчас конкретно скажу. RAV 22031, масштаб 1.43. Фирма Диагостини. Купить, наверное, все-таки можно где-то поискать. Если найдете, берите, не раздумывая, очень классная модель. Оптика вся пластиковая, соответственно, зеркала отдельными детальками сделаны. Вот так вот из черного пластика, соответственно, без имитации зеркала. Ну, классные, мне очень нравится. Поехали дальше. Сегодня, кстати, будут модели, очень много как бы моделей от Диагостини, ну и будут еще других фирм. И следующая модель, как думаете, Рафик у меня, кстати, один такая медицинская помощь. Ну, давайте, была беленькая, чтобы было по-другому, да, немножко. Покажу вам вот такой автомобиль. Он просто стоит у меня на полке, никуда я его не задействую. Это скорая медицинская помощь Ивана Вознесенского, ГУП Здрав. Наверное, Ивано-Вознесенской губернии. Наверное, так. Это АМО. Очень старый такой автомобиль. Санитарный, так сказать, да. Годов я уже не помню каких. Ну, еще довоенный автомобиль. АМО F15. Тоже интересненькая такая модель, но, повторюсь, стоит чисто на полке. Изготавливала это дело все Диагостини. И, по-моему, серия называлась «Автомобиль на службе». Ставлю его рядышком. Тоже красивенький, да? Поехали дальше. Дальше давайте покажу вам грузовичок. Смотрите, вот этот грузовичок я сделал сам. Это ЗИС у нас, по-моему, 151. Завод имени Сталина. Потом этот автомобиль стал называться ЗИЛ. Завод имени Лихачева. В общем, прародитель ЗИЛа. Это военный у меня автомобиль. Полевой мобильный госпиталь 41. Декалечки я сам клеил, медслужбу сам клеил. Данный автомобиль участвовал в моем мини-параде. Можете посмотреть. Поэтому вот такие вещи я с ним сделал. Захотелось добавить его на парад. Ну, реально такой интересный, необычный автомобиль. Даже, видите, на военных идет номерах он. Оптика здесь пластиковая идет. Ну, с имитацией как бы стекла. Но она вот под решеточками. Задняя часть выглядит так. Снизу автомобиль выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас написано ЗИС 151 Диагостини. По-моему, это просто серия Диагостини. Не грузовики, ничего. Просто выпустили его в обычной серии Автолегенды, по-моему, называлась. Теперь, вот, мне очень нравится данная модель. Это реанимация новорожденных. Скорая медицинская помощь. Тоже на номерах она, но видите, здесь как бы постиралась. Внутри баллоны окрашены у нас, можно заглянуть. Там у нас находится кувес, по-моему, называется правильно. Это такой вот боксик там для перевозки новорожденных, он блестит. Это, конечно, через камеру не видно, вот, можете посмотреть. По-моему, кувес, как-то так он называется. Зеркал. Отсутствуют зеркала у данной модели, потому что сломанные они. И они были в желтом цвете, очень сложно найти. Одно зеркало есть, надо его приклеить, а вот второе я не могу найти. И поэтому не клею, думаю, может сюда просто черные повесить, с какого-нибудь донора газельки снять. Но пока в таком вот виде. Оптика у нас пластиковая идет.
Ну, соответственно, реанимация новорожденных написано, везде надписи. Это у нас Simar, правильно называется автомобиль, Simar 3234. Это тоже Диагостини и тоже автомобиль, по-моему, на службе. Масштаб 1.43. Тоже очень классная моделька, мне прям нравится. И дворника у нее тоже нету. Ну, поехали. Смотрите, что у меня еще за раритет есть. Вот такой вот интересный автомобиль. Это у нас ЗИЛ. На базе ЗИЛа юности, или, по-моему, ЗИЛ юности называется. Автобус был такой ЗИЛ 118А юность. Диагостини сразу делают. Сразу тоже хочу отметить, что это автомобиль на службе делал. Это у нас специальная скорая медицинская помощь. То есть спец такая скорая. Ну так прикольно он, конечно. Ничего не скажу я. Оптика пластиковая, дворники отдельными деталями сделаны. Внутри можно там кое-что рассмотреть, но не особо. Может быть, с этой стороны. Видите, заклеены как бы здесь белой, пленкой окна, и поэтому особо не посмотришь. Ну, по-моему, там есть, да, и каталочка, по-моему, все есть. Но все это, ребят, в статичном виде, то есть не снимается, ничего не выкатывается. У моделек этих дверки не открываются, у коллекционных моделей очень редко у каких открываются что-либо. Обычно они вот в таком вот виде. В масштабе 1.18, 1.24 там еще, в 18-м в основном все открывается, в 24-м тоже, вот, например, делает Eagle да, модели, там тоже ничего не открывается, очень жаль. В общем, в потрепанном таком состоянии стоит в шкафу, конечно, на макет города не пойдет. Сразу могу отметить, вот это не пойдет на макет города, вот это не пойдет на макет города, но этот в военной части стоит. Это пойдет. И Рафик, наверное, тоже пойдет на макет города, но, наверное, будет, может быть, в виде памятника. Недавно я видел памятник Буханке, кстати. И как раз к ней давайте перейдем. Вот такой вот Буханке стояла скорая помощь. Видел прям памятник. Поэтому можно сделать из Рафика памятник в городе Буханке. И вот она, Буханка. Тоже сам ее сделал. Военная буханочка, медслужба, соответственно, на номерах военных. Декальчики, соответственно, я сам сделал, приклеил, а модели я сам не делал. Пластика, оптика, дворники отдельными деталями сделаны. Ну, тоже такая интересная модель. Тоже, по-моему, Диагостини делает. Да, Диагостини УАЗ 451М. Масштаб 1.43. Ставлю ее, вот так вот поставлю, пусть стоит. Ну, а сейчас у нас классическая «Газель». Это скорая медицинская помощь. В общем, вот такая, не знаю, мне очень нравится данная «Газель». Очень долго я за ней гонялся. В итоге нашел, по-моему, на сайте Унамаг продавали ее, и я ее забрал. Единственный, конечно, минус у данной «Газели», что нет у нее, видите, крепления. Потерялась куда-то задний номер. Минус здесь какой? Здесь, смотрите, нету фонаря бокового. Это раз. Нету, соответственно, номера, это 2. А в третьем, это колеса, они здесь просто приклеены, так как здесь было что-то сломано, пришлось их клеить. Ну, она статичная модель, как бы для меня она пойдет, меня устроит, фонарик я где-нибудь найду. Так, в принципе, мне все устраивает. Это у нас ГАЗ-32-214, Газель АСМП. Соответственно, это та Газель АСМП, первая, которые появились, да? А потом им на смену пришли какие «Газели»? АСМП уже современные. Я недавно снимал обзор, но сейчас я вам прям покажу. Ну, давайте так сделаем. Я не буду ее доставать из коробки, потому что видео было вот буквально вот прям недавно вышло. Если что, я закреплю ссылку на данную «Газель» в описании к этому видео. Можете, если что, посмотреть более детально. Я ее разбирал. Не хочу доставать из коробки. Как бы вот я ее аккуратненько упаковал. Это делает фирма Len Model. Ну, в принципе, наш автопром. И вот здесь даже при участии Унамаг где-то написано было. Вот сайт Унамага. Если что там продается, можете зайти на сайт посмотреть. Модель очень классная, достойно очень сделана. Мне прям вот, по чесноку очень понравилось. И в принципе многим подписчикам тоже понравилась данная модель. Особенно какое там классное внутри наполнение, ребят. Не пожалейте, вот зайдите, посмотрите. Ссылку прям в закрепленных комментариях закреплю. Перейдите, посмотрите, реально. И там уже напишите комментарий, понравилось вам или нет.
В общем, АСМПшечка, вот здесь где-то прям написано у нас. АСМП класса А. А это, наверное, тоже у нас АСМП класса А. Посмотрите, насколько меньше. Старая газель и новая. Нет, кстати, по длине-то она длиннее, а вот именно по высоте прям. В общем, очень клевая модель. Итак, поехали дальше. Что у нас ждет дальше, ребята? Это вот тоже шикардосная модель. Вот такая вот специализированная скорая медицинская помощь, которую вообще нельзя встретить на дороге. Это у нас автомобиль ЗИЛ тоже. ЗИЛ Юность. Такой как этот, только уже более современный, соответственно. Но очень мало было выпущено данных настоящих автомобилей. В общем, это специализированная скорая помощь у нас для лечения, так сказать, спецлиц. Вот так я могу сказать. Обычным людям, наверное, была недоступна, может быть, в каких-то крайних случаях. Смотрите, здесь я вижу, просвечиваются кислородные баллоны даже. Видно. Клевая модель. Делает это Диагостини у нас. Давайте заглянем, попробуем заглянуть туда вовнутрь. Не знаю. Ох, очень классно. Да? Вот и каталочку прям видно. И знаете, через что мы сейчас смотрим с вами? Через вот это маленькое окошечко верхнее. А вот отсюда можно заглянуть, интересно? И отсюда можно. Ну, клево. Модель очень классная. Делала Диагостини. ЗИЛ 118КА 1.43 масштаб. Эта серия у нас, по-моему, просто автолегенда, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот, не автомобиль на службе. Кстати, здесь у нас не декалечка, вот этот крест сделан, а прям выбито на металле. Модели все вот эти металлические, сделаны из металла. И сейчас вам красоту красотецкую покажу. Мою любимую, да, в принципе, мои вот все любимые тут модели, если честно. У вас есть вообще любимая модель? Напишите комментарий. Вот какая скорая вам нравится? Классика в белом цвете, новая Газель Next, либо вот такие вот старые экземпляры. А может быть, вам просто милее всего вот такая буханка военная. Но сейчас будет еще одна буханка. И это, ребята, саратовская модель. Поэтому всем моим подписчикам из Саратова и Саратовской области огромный вам пламенный привет. И вот ваш герб здесь красуется. Саратов. И здесь у нас 3 стерляди, соответственно. Вот. Огней так много золотых на улицах Саратова. Посмотрите. Мост через Волгу идет. Памятник Пушкину, по-моему. Консерватория. И большая надпись Саратов. Очень красивая фотография. Ну, такой коллаж на коробке прям сразу чувствуется, вернее, сразу понимаешь, откуда модель. Здесь написано у нас «Мир отечественных автомобилей», металл с деталями из пластика. И это вот такая буханочка реанимации. По-моему, есть, даже сейчас вы можете найти, кстати, ее в продаже, но, по-моему, в желтом цвете. Кому это важно, можете поискать. Есть минус у данной модели. Сейчас я расскажу, какой. Минус у данной модели, в первую очередь, это отсутствие зеркал. Поэтому, если для вас это не критично, то не критично. Если вам это важно, можно что-то самому придумать. Буханок много можно найти, поставить сюда какие-то аккуратненькие зеркала, ничего сложного не будет. Корпус модели выполнен из металла. Разбирать ее не вижу смысла, потому что дно здесь пластиковое, здесь написано 3962 УАЗ, но это дно... здесь нет. У меня есть еще модели, в общем, такие саратовские. У них абсолютно одинаковое дно. Соответственно, наполнение внутри будет, наверное, у всех одинаковое. Сделано в России. Вот такая проработка очень даже шикарная здесь, в принципе. Но вот то, что дно пластиковое. И разобрать как данную модель я не знаю. Честно, не знаю, потому что она вроде как запаянная. Поэтому без разбора она у меня вот стоит. И, конечно, на макет города она, как только появится какой-то у меня там медицинский пункт или больница навряд ли, наверное, слишком много места займет, то она по-любому встанет. Может быть, у меня, знаете, появится, кстати, просто отделение какой-то скорой помощи. Бывают же такие. Не больницы, а вот именно по скорой помощи. Передняя часть выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас пластиковая оптика, значок УАЗа присутствует. В общем, руль видно. Ну, попробуем, давайте заглянуть туда в салон. Если вы там что-то рассмотрите, я, по-моему, там вообще никакого наполнения не вижу. Я вижу задние фары светятся, значит, она пустая.
ничего здесь нет. Реанимация написано в зеркальном отображении, видите? Чтобы, для чего это сделано? Чтобы водитель, когда едет и к нему подъезжает такая буханка с сиренами, он в зеркале может прочитать слово реанимация. То есть в зеркальном отображении будет читаться правильно. Две мигалочки спереди у нас, одна мигалка сзади и еще одна дополнительная оранжевая тоже присутствует. Фонарь заднего хода есть, что немаловажно. Оптика задняя пластиковая. Классная, просто, ну как вот сказать, ламповая модель. Вот приятно держать в руках. Окрас хороший, все такое прикольно сделано. Резиновые покрышки на колесах. Мягкий вообще прокат такой. Вот это, смотрите, гремит, а это прям плывет, а не едет. Вот, честно, классная модель. Найдете, берите, не раздумывая. Доработаете что-то, допилите, будет у вас вот такая моделька в коллекции. Стоят они, по-моему, до 1000 рублей, если я не ошибаюсь. Поэтому, как бы, можете посмотреть. Может быть, сейчас подороже. Могу ошибаться. Вот и все. Вот такая вот у меня коллекция скорой помощи. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите, там было еще снять на пожарные автомобили. Обязательно сниму, конечно же, на пожарное авто. Все это будет. Ждите. Ну и пишите, может быть, еще какой-то видосик вам по какой-то теме снять. Ну, так-то я снимаю периодически, но вдруг кому-то важно что-то увидеть. Все. С вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.